Привет, друзья! Итак, прошло уже 2 месяца, как мы переехали в Аргентину из США. И, собственно, очень много вопросов было на эту тему. Почему же все-таки уехали из США и как, как там вообще было? И я хочу рассказать немножко об этом. А, Мы 2 года прожили в США. Первый год это был штат Вайоминг в маленьком городе 4000 человек населения, город Баффало. А, Мы работали на обычных физических работах все. Я, жена, старший сын. У нас была очень дешевая квартира двухкомнатная. По меркам США имеется в виду дешевая. И у нас были самые обычные работы, физический труд, который у нас удалось найти. Вот. Но мы уже потом поняли, что у нас все было очень хорошо в тот момент. Мы никогда не думали о том, чем нам заплатить белы, а, или за какие деньги купить еду, покушать. В Вайоминге у нас все было прекрасно, все было хорошо. Просто очень много работали. Вот. И мы на тот момент решили, что нужно заниматься документами, легализацией в стране. Вот, потому что по временным документам, по этому временному статусу United for Ukraine, мы понимали, что мы в очень уязвимой позиции, и а, вариантов было немного. Я не являюсь каким-то супер талантливым человеком, то есть виза талантов отпадала в моем случае, у меня недостаточно было. У меня не полное высшее образование. Ну, в общем, не хватало у меня всего для того, чтобы идти по визе талантов. Вот, касательно Насти, она инструктор по йоге, но она занималась этим по большей части для себя. Вот, и а, не было какой-то цели. Точнее, никто не думал о том, что у нас будет необходимо сделать визу талантов по ее йоговским этим всем вещам. Вот, поэтому никто не собирал там никакой кейс, никто ничего не готовил, никто не собирал отзывы. В общем, она занималась больше так для себя. Да, то есть в Вайоминге мы уже были готовы делать документы, и я понимал, что это приблизительно, эта попытка сделать документы обойдется нам около 30 000 долларов. И, в принципе, в первый год я уже чувствовал в себе силы и возможности решиться на это. Единственное, что мешало, это а, я очень надеялся на ту компанию, в которой я работал, и я затянул слишком долго с этим вопросом, то есть примерно, наверное, месяцев. В общем, когда пришел Трамп к власти, мы резко озадачились этим вопросом. Это было еще в Вайоминге. И вот я пошел общаться в свою компанию на эту тему. Но компания не то чтобы локальная, то есть эта компания была в составе очень большой корпорации, и ихняя корпоративная культура не, а, в общем, никак они не могли мне помочь с этим вопросом. То есть я не был настолько ценным сотрудником, чтобы по мне делать, запускать этот процесс. Я уже просто не помню, как он называется. То есть на основании твоей работы, на основании того, что ты там супер незаменимый специалист, и на основании того, что они не могут найти такого специалиста американца в США, и поэтому они готовы пройти с тобой весь этот путь. Но он был очень долгим и очень сложным, и
большая его часть, она должна была исходить из от работодателя. То есть работодатель должен был заниматься полностью всем этим процессом. И м, они мне отказали. А, В принципе, там были какие-то варианты про обыкновенную рабочую визу, но на тот момент мне почему-то казалось, что обыкновенная рабочая виза это, ну, такое, зависеть от этой компании, а, параллельно работающий. Это была обычная автомобильная разборка, где работающий, на которой мы просто упаковывали запчасти автомобильные, а, проверяли как бы их а, quality control, то есть их качество, насколько они годятся или нет. А, Да, получается, проверяли, как бы соответствует ли эта запчасть а, требованиям а, для отправки. Если все окей, мы ее паковали и готовили к отгрузке. Это была моя первая работа в США, и она была шикарная просто. Я не знаю, мы там круто проводили время, весело, нормальные деньги по меркам маленького города в штате Вайоминг. Я зарабатывал $18 в час, плюс у нас были бонусы. Я уже сейчас не вспомню, но там нормально денег получалось, то есть со всякими бонусами и премиями, если ты там не филонил, не пропускал дни. Ну, не помню, но было хорошо, было нормально. То есть было, мне кажется, 3,5, а, ну, около того. Жена работала на неполный рабочий день, то есть 20 часов в неделю у нее выходило около 1000-1200 на одной работе, и на второй работе йога-тренером тоже еще что-то там, ну, чуть-чуть выходило, не помню. Вот. Ну и старший сын работал тоже full time, он зарабатывал чуть меньше, чем я, и немножко нам помогал, остальную часть денег забирал себе. Кстати, в 17 лет купил себе свою первую машину в США, сдал на права и счастлив был кататься и, в общем, кайфовал и от своей первой машины, и от прав, и от такой немножко самостоятельной жизни. Вот. А, Нам показалось, что не сильно это как-то прикольно приехать в один город, попасть, да, в один город, маленький город в штате Вайоминг, и вот взять и остаться там. Ну, то есть привязать себя по обычной рабочей визе. Хотя я понимаю, что там все было не просто так, и рабочая виза это тоже там лотерея, которую м, непонятно было, получится или не получится там остаться и работать. В общем, а, нам показалось это слишком как-то неинтересно. Нам хотелось открывать какой-то бизнес, что-то делать, как-то шевелиться, работать самим на себя, потому что, ну, работать на дядю неизвестно сколько лет без перспектив, потому что, ну, а какая перспектива, если у тебя просто виза, рабочая виза и, ну, какие у тебя варианты сделать грин-карту, да? То есть, ну, например, я себе думал, что окей, можно делать бизнес и получать бизнес-визу хотя бы на 2 года, да? Ну и уже нужно было в этом бизнесе делать очень крутые результаты, а, лучше, чем другие а, твои конкуренты, я не знаю, как сказать, в твоей нише, например, в твоем городе. То есть тебе не нужно быть лучше, чем
все штаты, да, то есть тебе нужно быть просто лучше в том, что ты делаешь, иметь лучшие результаты, чем другие в твоем районе, в твоем, ну, может быть, не городе, но там, не знаю, в твоем штате, например. Вот, и, в принципе, это было как бы по пути с моими мыслями, да, то есть мне хотелось, ну, что-то такое делать. Я всю жизнь работаю сам на себя, и а, амбиции все были те же, вот. Но мы решили, что на всякий случай, наверное, нужно выехать из того места в более, так скажем, больший город, и мы думали, что это будет равно больше возможностей. Вот. И под конец нашего первого года мы поехали в такой небольшой мини-отпуск на Thanksgiving Day в штат Айдахо. То есть этот штат Айдахо, север Айдахо. Я для себя его выбрал как то место, куда мы переедем, если мы все-таки будем переезжать. И нам очень хотелось уже зелень, лес, елки, реки, озера, горы. И хотя мы жили в Вайоминге, Big Horn Mountains, то есть вот прям у подножья этой горы, но имеется в виду в повседневной жизни хотелось все это видеть, чтобы тебя это окружало, потому что в штате Вайоминг, не знаю, во всем или нет, но в той местности, где мы жили, в основном везде а, пустыри, да, степь такая, как бы выжженная такая трава, желтая, некрасивая, и нигде нету деревьев, ни водички, ничего такого. Какие-то холмики везде повсюду, и такое все лысенькое, хоть и солнечно, но как-то это было уныло и непривычно нам. А, и вот нам хотелось, чтобы мы прям жили в таком. Ну, это, понятное дело, был не основной критерий, но ам, также штат Айдахо, именно та его часть считалась очень и считается очень безопасным местом, где а, живут в основном республиканцы, в основном белые. Вот. И мы поехали на разведку, отдохнуть, сняли классный отель в городе Сент-Пойнт. Это небольшой город, около 10 000 человек. И 3 или 4 дня мы катались по тем городам, пригородам, смотрели все, там посещали разные заведения, вот, общались с людьми и пытались понять и почувствовать это место, подходит оно нам или нет. А, Было такое двуякое состояние. С одной стороны, нам очень нравилось все, и природа, и озера, и пляжи. И, в принципе, люди тоже очень хорошие. Но с другой стороны, нам показался эти города, Курдален, Хейден, немножко такими проездными, то есть они как-то вот на таких а, магистралях, да, на фривеях находились, то есть вдоль них, и они их пересекали там и вдоль и поперек, и нам это не очень нравилось. Мы понимали, что можно, в принципе, уехать опять же в какую-то глушь, но уже не хотели этого делать, потому что, ну, не хотелось тратить время там на дорогу, да, то есть не, там, предполагалось, что работа будет либо в Курдалене, либо в соседнем штате и в соседнем городе Спокен, штат Вашингтон. Потому что он прям побольше, там 250 000 населения только самого города, там вся агломерация, наверное, там 1700. Ну, Вот, папа у нас не соответственно, разбирается. город Курдаленд сам по себе Привет. что-то около 70 000, На землю и встань. вокруг него там прилегающие города и а, такая, в общем, арея, а, где-то порядка 100 000 человек.
Ну, в общем, мы остались в этом вот городе, да, на севере Айдахо, Так, Курдален. оно? М, То есть мы Змеюшка, вернулись как бы в занимайтесь. Вайоминг, мы Сейчас продали все, реабилитируем. что смогли, запихнули наши вещи, оставшиеся, в два автомобиля и поехали Витя, двумя нужно нажать машинами вот так, чтобы набиралось. в Айдахо. И Может, вот крючок кто-то с тех сделает. самых пор, ну, мы оставили всех Стой, наших стой, стой. друзей, знакомых, спонсоров, которые нас Ну, сюда пригласили в надо Штаты, встать, мы смотри. оставили их в городе Баффало, и с тех пор все пошло немножко наперекосяк. Смотри, А, они все к нам прячутся. с первого дня, как мы приехали туда, мы очень сильно заболели. Тараканы. Вот, мы сняли отель, у нас не было Это тут у нас супер ходят. огромного какого-то количества денег. У меня была классная машина на тот момент, и пришлось ее продать ради того, чтобы был какой-то запас денег Сейчас тут при будут ставить переезде, гвоздики. потому И вот что понятно сюда. было, что работу найдем не сразу, ну и так далее. То есть мебель всю Нет, продали, да, там технику, интересно все, что получается. Но такое маленькое, мелкое смогли запихнуть в что, машины, то весело. запихнули и забрали. Можно сказать, первый Вот. день такой А, и более это как раз уже происходило накануне того, рациональный. что, то Все, есть когда мы буквально выставили, за уже месяц до переезда поверху или за поделали, уже нет полмесяца такой пришел суеты. Трамп к власти, и ну, он же ж в Достаточно. первый день или первые несколько дней явно дал понять Целая серия. свои тренды и направления. И мы уже тогда, в принципе, хотели не переезжать никуда, а думали сразу улететь А тут в лес. Чили. И жена была тогда беременна, это она где-то была на пятом-шестом месяце. И мы думали, что, блин, надо лететь в Чили и Ты рожать заходила в там, дневник и как бы Робопапа? вот, собственно, вопрос с документами сразу решен. И уже быть спокойными в том плане, что Скажи, никто сейчас тебя все никуда не будет. выгонит, ты там, После 5 условно минут. говоря, у тебя есть документы Чили, все, занимайся, живи и кайфуй, балдей. Вот, но у нас во всех наших паспортах, точнее, в детских, оставалось 3 или 2 месяца до окончания. И мы немножко побоялись, потому что думаем, ну окей, сейчас выйдем из Штатов, и как бы уже назад ты не вернешься, и приедешь в Чили, и тебя вообще не пустят в Чили, или ну, что-то вот такое подобное там может случиться. Вот, поэтому мы уже не стали рисковать и решили действовать по плану, как бы изначально задуманному, да, то есть поехали в Айдахо, да, и как мы приехали туда, все сильно заболели, север Айдахо завалило снегом тут же, мы, ну, прям очень сильно заболели, мы там сняли комнату в отеле или в мотеле, в общем, и пытались, найти себе жилье, при том, что мы его, как бы подались на много разного жилья еще до того, как переезжать за достаточно приличный период времени. И вроде бы как, нам апрувнули, да, там, в одном комплексе, но по приезду выяснилось, что мы друг друга не поняли, никто никого ничему не апрувнул, и мы как бы остались без жилья. То есть мы продолжали жить в этой одной комнатушке, больные, и не знаю, наверное, недели полторы мы так провалялись. Все было завалено снегом. Мы вообще... ну и непонятные движения тогда были, начались повсюду со стороны Трампа, вот эти все истории, разговоры, айсы, не айсы, вот эта вся веселуха. Вот, и все это как-то вот вместе супер такое негативное состояние было. И, то есть проблема с жильем, болезнь. А, Параллельно также мы начали писать во все... Да, там был такой замкнутый цикл, то есть мы, не имея работы, не могли снять жилье, а не могли снять жилье, потому что не имели работу. Ну, короче, а,
сумасшествие просто было. Ну, как-то все это постепенно решилось. И да, мы начали ездить там, собеседоваться, и первый оффер, который мне предложили, это я тут же на него согласился. Это была, какая-то продуктовая база огромная. И как потом выяснилось, что это был холодильник, что я должен был работать в холодильнике на форклифте. Вот. Мне было, в принципе, пофиг. На тот момент просто нужна была работа, потому что деньги заканчивались как сумасшедшие, потому что мы покупали готовую еду, ее там негде было готовить в том мотеле. С одной стороны, думали сэкономить, такой взяли мотель, а потом по итогу получилось, что, наверное, еще и больше денег потратили на там еду и все остальное. Ну, не суть. Ам, я согласился, да, на эту работу и как-то потихонечку стрельнул другой комплекс, потому что, мы уже просто начали везде там стучаться, грубо говоря, договариваться. И вопрос уже был вообще даже не в цене. И я почему-то думал, что, этот штат более развитый, больше город, больше людей, больше компаний. Я думал, что, соответственно, чем больше, тем как бы больше денег. Ну, я почему-то был убежден. Ну, я привык как-то, что, не знаю, ты живешь там на постсоветском пространстве. Маленький город — это одни деньги, едешь там в столицу или большой город — это совсем другие деньги, да, и возможности. Ну вот из этой позиции я исходил, но я ошибся, потому что минимальная ставка в штате Айдахо сильно меньше, чем в Вайоминге. Короче, я лоханулся конкретно в этом смысле, и мне предложили оффер там на $2 в час меньше, чем я работал в Вайоминге, и а, без всяких там бонусов и всего остального. Потом я уже узнал, мы уже заехали в квартиру, да, и, собственно, квартиру мы сняли трехкомнатную, потому что знали, что вот-вот скоро жена родит, нам нужна была отдельная спальня со своим санузлом, и, соответственно, она была сильно дороже. В Вайоминге мы снимали двухкомнатную за 750, а в Айдахо, я не скажу, что там какие-то супер апартаменты. Ну да, она была классная, с гаража ты сразу заходишь, попадаешь в свою квартиру. 3 комнаты, 2 санузла, 1750, ну, плюс коммунальные. Вот, зарплата еще меньше, чем у меня была м, в Вайоминге. Так получилось, что сын тоже пришел в мою компанию работать, там в другой отдел совершенно. А я через какое-то время уволился, потому что то была не работа, а какой-то дурдом. Это был не холодильник, а морозильная камера, там -30, и она была очень маленькая, там нужно было работать очень быстро. И на мне был такой теплый комбинезон, в общем, куча одежды, но все было очень странно. То есть ты одновременно и а, был мокрый, и конечности у тебя были отмороженные. Ну, короче, на работу надо было выходить в 3 часа ночи, а заканчивал работу в час ночи. Вечером я пытался лечь спать. Дети есть дети. Ихняя комната была по соседству через стенку даже. Несмотря на то, что они разговаривали шепотом, я все равно не мог заснуть. В общем, это был какой-то, ну, я не знаю, это просто жесть сплошная была. Вот везде, по всем направлениям. И, м, ну вот как-то так оно пошло с первых дней, и все. И у нас не было возможности не то чтобы найти какую-то компанию, где я смогу проявиться и договориться, да, ам, о том, чтобы стать тем самым суперценным, незаменимым сотрудником, ради которого они согласятся на этот весь процесс. Там вообще просто речь шла о том, чтобы а,
просто как-то выжить. Ну, вот так получилось, да. И я потом спустя несколько месяцев уволился с той работы и а, устроился в обычный Walmart, просто чтобы, ну, это была хотя бы морально нормальная работа. Мы работали там на складе в Walmart. Там была куча всяких социальных плюшек. Зарплата была копеечная, смешная, но не намного меньше, чем на той каторге, грубо говоря. И а, она была в соседнем городе, город Пост Фоллс, эта работа. В общем, я все равно согласился, и я работал там, потому что как бы других вариантов особо не было. И а, весь этот год, то есть так получилось, что когда мы заехали в эту новую квартиру, штат Айдахо, да, то мы, обставляя свою квартиру, Насте не всегда нравилось то, что она покупала мебель какую-то, да, то есть мы пытались сэкономить, покупали на маркетплейсе, и то, что нам не нравилось, мы потом продавали. А в итоге из этого получился даже такой небольшой бизнес, и это переросло прям в такую массовую штуку. То есть я уже делал оффер такой, что приезжаем к вам на дом и выкупаем все сразу. Вот все, что у вас есть, мы все выкупаем. И то есть потом, ну, как бы была задумка сделать такой типа street store, как это, second hand у нас, да, или там винтажные товары. Вот, была задумка сделать этот магазин, то есть мы себе видели перспективы на дальнейшее уже в Айдахо, но потихонечку мы начали выравниваться, то есть выходить из этого штопора примерно к концу года. И я, в принципе, мы уже купили автобус, бусик под мебель. Я ездил, собирал у людей, договаривался, выкупали. У нас очень хорошо продавались кожаные диваны, красивые, классные деревянные столы. Мы уже даже там по чуть-чуть начали восстанавливать, ремонтировать там какие-то трещины, перекрашивать, скрывать лаком, там, ну, в общем, такое уже как бы процесс пошел в нашем гараже, слава богу, никто не жаловался на нас, хотя я знаю, что мы как бы не имели права, но то такое. То есть на будущее я понимал, только видел себе вот конкретный путь, это либо идти куда-то в айтишку учиться, переучиваться, искать свободное время, несмотря на то, что маленький новорожденный ребенок, full-time работа, подработка. Кстати, подработка по перепродаже мебели это не то, чтобы от нечего делать, это была необходимость, потому что я зарабатывал вообще там копейки, 2 300 в месяц. Сын помогал нам, давал половину своей зарплаты, то есть он там тоже $1200 давал. То есть у нас суммарно выходило на всю нашу семью там 3500 плюс-минус. И еще примерно 1000 1,5 приходило с перепродаж мебели. И вот только благодаря этому как бы мы выживали и справлялись. Вот. Но по чуть-чуть мы уже обрастали, так сказать, жирком, начинали выходить, да, из этого штопора. У нас всегда было что-то на продажу. У нас эти Facebook Marketplace, у нас там по миллиону этих всяких отзывов. То есть люди были очень довольны всегда. У нас классные отзывы. И что с одной, что с другой стороны. То есть я тестировал этот оффер о том, что я несколько раз выезжал на просчеты к очень богатым людям, то есть обсуждали возможный вариант того, ам, как мы можем работать, то есть обсуждали разные форматы работы, и классные уже такие были наработки, вот. И мне это нравилось, то есть это вот а, как бы я часто занимался таким, что-то перепродавал, и у меня, можно сказать, мое хобби, да, начало приносить очень хорошие результаты и деньги. И следующий шаг был логичный, это а, открывать фирму, брать где-то какое-то маленькое помещение, какой-то гараж или частный дом с разрешением
частный дом с каким-то огромным гаражом, с разрешением там заниматься в гараже коммерческой деятельностью. Мы уже открыли магазин на Etsy, начали выставлять разные там товары винтажные, пошли первые продажи. Ну, в общем, дела все как бы начали налаживаться, и несмотря на то, что весь год в Айдахо мы считали, что зря мы уехали, но просто продолжая что-либо делать, к концу года я, если честно, уже очень не хотел куда-либо уезжать. Единственное, что нам не нравилось, так это сам город Курдален, хотя его даунтаун шикарный и вообще вопросов нет, это супер город. Но мне не нравилась вот эта история, что там он на трассах на этих находится, фривеях. Вот меня это прям бесило, меня это колбасило, потому что, я не знаю, ты какая-то, ну, ты как в проходной комнате сидишь, как будто это не... Ну, мне не нравилось такое. И единственное мое желание было на тот момент это переехать в Сент-Пойнт, город 10-тысячный по размеру, небольшой, но он, блин, там просто супер классные люди, очень приветливые, вот такие, как, как в глубинке, как в Вайоминге там, да, в Баффало. И мы туда начали ездить на разведку, но мы уже тогда, к концу этого второго года, да, мы понимали, что, скорее всего, что нам документы не продлят, и нужно выбирать страну и как бы готовиться, ну, готовиться к переезду, да. А, и, после того, как, ну, мы уже, то есть мы видим, что, да, многим украинцам не продлевают документы, мы настолько далеки от того, чтобы что-то сделать, какие-то другие документы, да, мы уже, ну, поняли, что, скорее всего, придется уезжать. То есть у нас не было мыслей оставаться в нелегальном статусе, хотя я знаю, что огромное количество украинцев так остались. Ну, у каждого свои убеждения. Я там не то, что боялся Айс или еще кого-то, что за нами кто-то придет. Мы 300 лет никому не нужны, тем более в том штате, где мы находились, и нас бы никто никогда не трогал бы. Вот. Но все равно тот факт, что а, я подумал о том, что нам нужно сделать доверенность на собственных детей, что если вдруг нас заберут с женой в детеншн и детей вдруг решат отдать в какие-то приемные семьи, то чтобы наши друзья из а, Баффало, из штата Вайоминг или брат из Чикаго приехал и забрали наших детей к себе. То есть тот момент, вот когда я об этом задумался, что нужно делать доверенность, я понял, что нет, мы оставаться не будем, потому что, ну и так с нервами не все в порядке. Ну, ста- страна, Америка, классная страна, прекрасная страна, все, ну, много в ней хорошего. Но также есть и минусы, всем известные, да, и эти минусы делают очень большие нервы. И другая моя гипотеза в моей жизни это, окей, ладно, если мы не живем в Америке, значит мы должны выбрать недорогую страну, и работать на рынке Америки. Собственно, отсюда и родилась идея идти работать в онлайн, учить английский и двигаться в этом направлении. Почему именно Аргентина? Я думаю, я обязательно расскажу. Вот, не хочу затягивать это видео. Всем большое спасибо.